Очень часто мне в директ в Инстаграме пишут подписчики с просьбой снять подробную экскурсию, что посмотреть в Гродно за один день. Не дворики, не историю отдельных домов, а именно большой подробный обзор, начиная с истории, где поставить автомобиль и куда двигаться дальше, с посещением наиболее интересных и необычных локаций, с объяснением, как туда пройти, если можно. Отвечаю, можно и когда даже нужно. Я сняла этот ролик для вас, кто хочет и собирается приехать в наш город, и приглашаю вас на эту прогулку со мной. Начнем мы нашу прогулку-экскурсию с улицы Большая Троицкая. Здесь есть большая автостоянка у здания синагоги, и надо отметить, что стоянки в нашем городе бесплатные, и их достаточно много в центре. Таким образом, проблем с парковкой, особенно если вы приедете утром, у вас не возникнет. Как видите, здесь уже даже стоят туристические автобусы, и потому что геолокация достаточно популярная. Около стоянки есть и сувенирные магазины, туалеты, рядом ресторан «Бакст». Как видите, инфраструктура создана для туризма. А я предлагаю начать наш обзор с Гродненской синагоги. Я не буду в этом видео рассказывать, когда, какое здание, кем было построено. Всю эту информацию вы, если приедете, легко найдете на информационных табличках с QR-кодами, которые есть почти на всех значимых исторических зданиях Гродно. По ходу нашей экскурсии я буду акцентировать ваше внимание на этом. Главное, перед поездкой скачайте в свой смартфон соответствующее приложение по считыванию QR-кодов. Пройти в здание синагоги достаточно легко. Просто проходите в одну из дверей, там, скорее всего, будет кто-то дежурить, либо рядом стоять около дверей, и спросите, как пройти и посмотреть. На моей памяти ни разу не случалось такого, чтобы туриста куда-то не пустили. Вам обязательно покажут, как пройти внутрь. Зал синагоги производит сильное впечатление и своей потрясающей архитектурой, и удивительной тишиной, и умиротворением. Здесь есть что посмотреть, и обязательно вы найдете то, что вас поразит. И высокие потолки, и белизна стен, и то, как лучи солнца проникают и преломляются на стенах старой синагоги. А когда выйдете из здания синагоги, направляйтесь в сторону пожарной каланчи. Повторюсь, я не буду как экскурсовод рассказывать вам историю зданий. Этот выпуск скорее о геолокации и подробном маршруте, а также я акцентирую ваше внимание на некоторых малозаметных, но не менее интересных деталях, которые трудно увидеть и узнать сразу самостоятельно. Одна из таких деталей – это картина на фасаде здания. Обратите внимание на лицо девушки. Так художник решил пошутить и изобразить лицо Моны Лизы. А еще интересный факт, что ежедневно в 12:00 на высотке пожарной каланчи гарнист играет мелодию, всегда разную. И обращайте обязательно внимание на информационные стойки и QR-коды. Я буду часто показывать в этом видео, и главное, не забудьте скачать приложение на смартфон по считыванию QR-кодов. И тогда вся информация у вас будет доступна на экране телефона. Дальше я предлагаю пройти на экскурсию в старый и новый замки. В старом и в новом замке работают музеи, их расписание и стоимость можно узнать на сайтах музеев. Но если вы бы спросили меня, что посмотреть, то однозначно порекомендовала бы экскурсию в старый замок. Это замок по правую сторону, с куполом-луковкой. Спорное архитектурное решение, ну, как есть, так есть. Сама недавно побывала там на экскурсии и осталась под большим впечатлением от увиденного. Денег вложено в реставрацию немало, и, вы знаете, она того стоила. А если спуститься вот по этой дороге снизу от замков, то можно попасть на набережную и пройти к Калужской церкви. Также пройти на набережную можно вот по этой лестнице и спуститься тоже посмотреть основные достопримечательности снизу. Это ворота входа в новый замок, и с ними тоже есть интересная история, связанная со скульптурами сфинксов с младенцами на спинах. Исследователи говорят, что в лицах сфинксов есть черты короля Августа III и его жены Марии. Зайти в музей можно прямо в главный вход с колоннами. Там, кстати, у входа стоит расколотый фрагмент герба ВКЛ тоже, и есть информация, почитайте, очень интересно. А из интересных локаций здесь смотровая площадка направо, и видите, открывается очень красивый вид. Там вдалеке коричневое здание, вот там дальше. Это Калужская церковь. У меня тоже есть ролик, на что обратить внимание при посещении Калужи. Я в конце видео прикреплю ссылку.
Здание музея недавно было реставрировано и сделано великолепно. Столько красоты, столько души вложено в эту реставрацию, ну и денег немало. Но наконец-то в Гродно появился музей, ничуть не уступающий музеям мира. Вы знаете, я была во многих музеях, и, что называется, бывалый путешественник, и мне есть чем сравнить, поэтому могу с уверенностью порекомендовать экскурсию сюда. В каждом зале музея установлены электронные информационные стенды, экраны. Есть залы, где проектором транслируется история основания и развития города Гродно. Где-то оставили фрагменты старой брусчатки, где-то сделаны разные панели стен и потолков, восстановлены по старинным образцам изразцы печей. И, конечно же, много здесь реплики, но сделано все очень достойно и качественно. Вот сейчас посмотрим часть фильма о Гродно, транслируемую проектором на стену. В городе построенный костел Девы Марии и каменная городская ратуша. Вот видите, там был зал, в котором рассказывалась история Гродно. Это все транслировалось проектором на стену. Периодически очень интересно. Часто стоят вот такие интерактивные экраны. Можно выбрать, посмотреть старые фотографии, посмотреть какую-то информацию. Вот, например, фрагмент старой брусчатки. То есть каждый найдет для себя что-то интересное. Это крыло замка, которое было отреставрировано и открыто недавно. Но есть еще одно, музей раньше был там, но сейчас та часть закрыта на реставрацию, и, возможно, скоро мы увидим новые залы с не менее интересными экспонатами. Потому что, насколько я помню, экспонатов в музее было очень много. Скорее всего, сейчас они хранятся в каких-то запасниках. Также в музее есть смотровая площадка, и с нее открываются очень красивые живописные виды на старый город и на левый берег Гродно. Дальше, когда выйдете из музея Старого замка, перейдите дорогу и направляйтесь прямо, чтобы выйти к площади Советской. Это самый центр старого города. По дороге вы проходите по улице Замковой, тут расположены старые здания постройки первой половины XVIII века. Здесь также расположен так называемый дворец Хребтовичей. Обращайте внимание на лепнину на фасадах дворца. И интересно, что дворец Хребтовичей имеет двойника, построенного по тому же проекту в Муроване, это Берестовица. Сейчас в помещении резиденции размещен уникальный музей истории и религии, и во внутреннем дворике здания он имеет не менее интересное архитектурное решение. Предположительно, архитектором проекта был Джузеппе де Сака, а в летние периоды во дворике музея проходят джазовые концерты. Самые классные – это те, которые организует гродненский джазмен Александр Кравчук. Атмосфера огонь, билеты распродаются в считанные часы, и туда почти не попасть. Сейчас я размещу фото с информацией об экспозиции музея. Можете остановить ролик и рассмотреть интересующую вас детальную информацию. Дальше по улице Замковой в сторону Советской площади расположен целый квартал старых зданий, фасады реставрированы, но если заглянете во дворики, а они в основном здесь проходные, так что вы не потеряетесь и не заблудитесь, то можно увидеть, какими здания были до реставрации в своем изначальном виде. Ну и обращайте внимание, конечно, на таблички с QR-кодами. Так у вас на экране телефона будет вся интересная информация об истории и назначении тех или иных зданий. Замковый двор на месте теперешнего дворца текстильщиков сгорел в 1941 году, а знаменитый дом рыбака, вот этот впереди, был разрушен в 1960-м. Сейчас дом рыбака восстановлен. Здесь же на Замковой находится бывший дворец Масальских, старинного княжеского рода, ведущий свою родословную от Рюрика. Так что каких только исторических событий не видели стены этих домов. А вот эта памятная табличка расскажет вам о том, что здесь в годы Великой Отечественной войны в период 1941 по 1943 находился вход еврейского гетто. Эта мемориальная плита установлена здесь в 1991 году у входа на территорию бывшего гетто. Ну и также на этой улице расположено очень много информационных стендов, информационных табличек. Обязательно читайте все, получите массу интересной и полезной информации. Дальше в конце улицы Замковой расположен дворец текстильщиков, который выходит фасадом уже на площадь Советскую. И строительство дворца было начато в 50-х годах прошлого века, но в 1955 году поступил указ правительства об устранении излишеств в архитектуре, и план здания пришлось поменять, поэтому он не такой красивый, каким мог бы быть, но открыт был в 1959 году. И вот площадь Советская, на ней часто происходят мероприятия городские, какие-то устанавливаются экраны, сцены, проходят концерты. И одной из главных достопримечательностей на площади Советской – это, конечно, Фарный костел.
Фарный костел или полное название собор Святого Франциска Ксаверия – это католический собор в Гродно, дата постройки 1683 год. В храме ежедневно проходят службы, двери открыты с утра до позднего вечера, как для верующих, так и для многочисленных туристов. Имеет очень красивый интерьер внутри и однозначно рекомендую посетить. Рядом находится здание старейшей аптеки в городе Гродно, в ней также есть музей, он бесплатный, открыт постоянно, можете сходить. Дальше идет здание тюрьмы, действующей тюрьмы Гродно, это бывшее здание иезуитского коллегиума, сейчас там действующая тюрьма. А здесь мы дальше тоже видим интересное здание, это отель-гостиница «Семашко». Кстати, у меня есть очень интересная история об этом здании, точнее о фамилии Семашко и Муравьев. Дело в том, что это здание – это бывший дом Муравьева, так называемый, купца Муравьева. Но есть у меня история, как связаны фамилия Муравьев и Семашко. Сейчас попробую кратко, быстро рассказать, и вы поймете после этой истории, что вообще в истории ничего не бывает, наверное, просто так. А история такова. Это здание в путеводителях именуется как дом Муравьева, потому как построено оно было в 1886 году купцом Муравьевым, а собственник здания сейчас предприниматель Семашко. Собственно говоря, как вы можете видеть сами по надписи над зданием «Отель Семашко». Так вот, в чем заключается парадокс ситуации? А именно в тесной связке между этими двумя фамилиями на протяжении больше 200 лет. В начале XIX века Николай II назначает в Гродно нового генерал-губернатора Михаила Муравьева. Личность в истории неоднозначную, часто можно услышать прозвище «вешатель» применительно к этому генерал-губернатору. Так вот, ближайшим другом и соратником Михаила Муравьева был митрополит по фамилии Семашко. Все это есть в свободном доступе в интернете. И вот почти проходит время, купец Муравьев, просто, кстати, однофамилец того генерал-губернатора, строит дом, который называют дом Муравьева. Проходит почти 200 лет, и дом выкупает бизнесмен по фамилии Семашко. Но разве это не финт истории? Разве не анекдотическая ситуация? По-моему, да. Помните, как в фильме «Собака Баскервилей» Шерлок Холмс говорил, глядя на портреты предков Баскервиля: вот так начнешь изучать историю и поверишь в переселение душ. Так что связки союза Муравьев-Семашко уже почти больше 200 лет. Что-то не отпускает ребят эта история. А мы с вами вышли на улицу Советскую, это центральная улица города и одна из наиболее популярных у туристов. Здесь много кафешек, уличных музыкантов, ремесленников с сувенирами. Здесь также много зданий с историей, которую вы легко найдете на информационных табличках. И обращайте внимание на архитектуру. Кованые балконы, на решетке ворот во дворике, обязательно сворачивайте туда, если вы пойдете по пути. Там тоже много очень интересных видов. И обращайте внимание на дорогу, по которой идете. Это брусчатка, которой местами больше 80 лет. А есть в Гродно старинная брусчатка, которая больше 300 лет. Она находится у Фарного кладбища, что по улице Антонова. Ну, что кратко интересного рассказать об этой улице? На этой улице в доме номер 6 и 8 это бывшее здание Доминиканского монастыря. Фактически вообще каждый дом на этой улице может служить героем большого рассказа, но это вы можете узнать и сами, и увидеть своими глазами, если приедете в гости. Дальше, допустим, дом под номером 23, это так называемый дом шляхтичей Ромеров. Здание интересно тем, что служило местом встреч интеллектуальной элиты. Здание под номером 14 – это старинное здание костела и монастыря Святого Духа, вот оно. И оно чуть ближе к торговому дому Немна располагается и основано по желанию королевы Бонны еще в XVI веке. А я плавно подвожу вас к смотровой площадке, которая находится на крыше торгового дома Неман. Она работает только по субботам, по пятницам, субботам, воскресеньям, но надо смотреть информацию. Вот сейчас почему-то закрыто без объяснения причин, то есть немножко тоже так не продумано. Но я здесь была в выходные, то есть все работало, я успела снять красивые виды и сейчас вам их покажу. Отсюда открывается великолепный вид на панораму города, на старые черепичные крыши. Конечно, посетить очень рекомендую, это действительно стоит того. Вот здесь вход в торговом доме Неман, находится лифт, и вы можете подняться на обзорную площадку. Вот сейчас рабочий день, она не работает. Ну вот кадры, когда это было вот в выходные дни. Крыша полностью открыта по периметру, то есть вы можете рассмотреть город Гродно со всех сторон. Очень красивые фотографии и запоминающиеся видео.
А дальше я предлагаю вам пройти к основным достопримечательностям города по очень необычному маршруту по территории так называемой Швейцарской долины. Швейцарская долина – это такой уникальный в городе уголок, который был создан еще во времена гродненского подскарбия Антония Тезенгауза, во времена правления последнего короля Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского. Помимо того, что эта обширная территория представляет собой историко-культурную ценность, она еще и потрясающе красива. Для того, чтобы найти, где расположен вход, достаточно вот здесь перед зданием ЗАГСа повернуть налево и пройти чуть ниже к стоянке. К слову сказать, платной стоянке и, наверное, единственной в городе платной. И почему там мало машин? Правильно, потому что вокруг куча бесплатных стоянок, а белорусы люди экономные. Вот дальше проходим правее. То есть, видите, крыша обзорной площадки остается у нас сзади. И мы поворачиваем направо. И как раз видим напротив здания стоянки, есть такие тоже напротив Швейцарской долины живописные два домика. Это улица 11 липеня, так называемая. И примечательно тем, что на этой улице расположены всего два дома. У меня тоже есть интересный, кстати, ролик об этой улице 11 липеня, как реставрировались эти дома, кто ими владел, интересные истории владельцев этого дома. Ну, тоже такая история. Любителей истории будет очень интересно. Основание долины можно отнести к XVIII веку и связано, как я уже говорила, с именем Тезенгауза, который дал начало в Гродно масштабным строительным работам. До сих пор мы можем наблюдать и рассматривать здание его проекта «Городница», который по его указанию был построен на тот момент главным придворным архитектором Джузеппе де Сакко. Как видите, здесь тоже организованы места отдыха, какие-то лавочки, можно посмотреть на уток, попить кофе, если взяли в кофейне стаканчик. То есть такое умиротворение и очень красивый уголок. Очень чисто в Беларуси и в Гродно в частности. У нас люди очень культурные, везде очень так организовано все для туризма. И вот если дальше пройти по живописным вот этим лесенкам, видите, везде прикреплены замочки, то есть на память захватите, не забудьте оставить тоже, чтобы потом вернуться, ключик выбросить в реку городничанку. И вот там вдалеке, видите, виднеются здания. Это именно здания, которые относятся к проекту «Городница», построенный Тезенгаузом. Они находятся на площади Тезенгауза, носящей его имя. И в дом номер 4, очень примечательный, он такой кривой, называется «Кривая официна». Чтобы пройти туда, достаточно подняться перед мостиком по лесенке. Вот мы поднялись, видите, со Швейцарской долины. И дальше здание архиерейского подворья. Там есть действующий храм, церковь. Можно пройти, тоже храм открыт, там проводятся службы. А мы перешли дорогу и вдоль зданий немного повернем налево, затем направо, и в открытые ворота мы пройдем на территорию. Это территория бывшего погранотряда, теперь она открыта. Там располагаются здания административного назначения, есть какие-то учебные корпуса университета Янки Купалы, и тоже очень красивая ухоженная территория с очень красивыми старыми зданиями, именно относящимися к проекту «Городница». Тоже здесь можно погулять, очень много красивых мостиков, каких-то живописных видов, получите массу удовольствия, правда, действительно очень интересно. Вот видите, мы ведь перед этим розовым мостом мы поднялись на лесенку и прошли на площадь Тезенгауза, а могли пройти дальше низом, тут тоже есть проход по Швейцарской долине, погулять, посмотреть на виды, которые там открываются. Здесь в долине расположены солнечные часы, вот там вдалеке, видите, которые показывают точное время. Я снимаю без 5:11, и как раз вот видите, точное время показывают. Но мне, как человеку, верящему в искусственный интеллект, технологический прогресс, интернет, компьютеры, очень удивительно, что время можно определять по солнцу. Да-да, я знаю, что еще можно добывать огонь трением и кремнием, но все равно, вы знаете, я не перестаю поражаться. Так что детям это просто, наверное, какой-то аттракцион можно показать, рассказать, целую экскурсию провести.
Здесь за мостиком дорожка заканчивается, обрывается, но пусть вас это не смущает, продолжайте идти. Тут буквально 100 метров, и вы пройдете дальше. Тоже там будет брусчатка, все это будет очень красиво уложено. Я не знаю, сделано это намеренно, такой живописный уголок, или, может, просто не хватило средств. Но не бойтесь, проходите дальше. Вы обязательно выйдете к цивилизации. Вот она, видите, уже видна. И вот здесь, если пройдете по мостику, то вы попадете в так называемый район города Гродно, который называется Новый Свет. Там очень много старых зданий, как деревянных, так и каменных, построенных в стиле конструктивизма, модерна. Очень интересный район, тоже про него есть много информации. Чем-то похож на старые районы в Риге, в Стокгольме. И вот если по этому мостику пройдете, вы как раз попадете на эту главную улицу, можете там погулять. Но я предлагаю повернуть в другую сторону, в противоположную, так сказать, к более цивилизации. Здесь будет парк дальше располагаться. Вот здесь вот пройдите между домами. Мы с вами выходим на улицу Дзержинского. Вот там вдалеке, видите, здания видны по правой стороне. Это площадь Тизенгауза уже. То есть вы везде вот здесь находитесь, рядышком на этом пятачке. Не бойтесь, вы не потеряетесь, идите смело. Если перейти дорогу вот здесь вот по светофору и пройти между зданием биржи труда и Народным домом по адресу Дзержинского 1, вы попадаете в парк. Там вот увидите сейчас колесо обозрения. Там тоже достаточно много аттракционов, каких-то кафешек, есть фонтаны. Очень интересно, тоже можно погулять в парке, отдохнуть. Ну а если вас интересует больше архитектура, допустим, зданий, то здесь тоже есть на что посмотреть. Это улица Академическая и пересекается с улицей 1 мая. И тут тоже много старинных зданий с историей, построенных еще в XIX веке. Но любителям современных развлечений и мест отдыха вот в парке создана вся инфраструктура. Видите, вот фонтаны работающие. Кто не боится высоты, может подняться на колесо обозрения. Тоже очень красивые виды открываются. Я не полезу в высоты, я боюсь. Однажды я снимала там подкаст. И когда оказалось, я закончила снимать и оказалась в самой верхней точке. Вот это ужас я испытала, ребята. Поэтому, у меня, как всегда, занесло. Идем дальше. Вот это дом-музей Богдановича. Я прикреплю сейчас расписание, как он работает. Тоже можете сходить, очень интересно. И получите массу новых впечатлений, какой-то новой информации. А мы проходим мимо аттракциона для смелых, идем дальше, и вот там по правую сторону, видите, розовое здание. Это здание реального училища имени цесаревича Алексея, основанное в 1907 году. Сейчас это здание один из факультетов сельскохозяйственного университета города Гродно. На куполе этого здания перед Первой мировой войной была обсерватория, располагалась вот здесь, и она с началом войны была эвакуирована в Калугу, и после уже в Гродно оборудование не вернулось. И здесь вот, если осмотреться на этом углу, открывается очень интересный вид на здание лютеранской кирхи. Она расположена на улице 1 мая 5 адрес и впервые упоминается в 1793 году. Памятник архитектуры в стиле неоготики. Кирха включена в государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Здесь иногда проходят концерты органной музыки, а также проводятся богослужения. Лютеранская кирха является единственным храмом, где в Беларуси проходят богослужения на русском и немецком языках, так как часть прихожан Гродненской кирхи – этнические немцы. В кирхе находится уникальный орган. Это настоящий механический инструмент, привезенный из немецкого города Франкфурта на Майне. Уникален тем, что состоит из 2500 труб. В Беларуси его привезли в разобранном состоянии, а местные специалисты собрали. И, как я уже говорила, по выходным дням здесь проходят концерты органной музыки. И помимо классических произведений Баха, Моцарта, иногда можно услышать даже джаз и мелодии из современных кинофильмов Гарри Поттера, например. В общем, посетить стоит и однозначно рекомендую. Тут, кстати, тоже очень много интересных зданий на 1 мая и Академической. И часто видно, что
здание, допустим, двухэтажное, а этаж надстроен, третий этаж. Это было сделано в 1960-х годах, когда была в Гродно программа по увеличению жилого фонда. Тогда многие мансарды в старых зданиях надстраивали. А мы с вами идем дальше. Вот здесь по правую сторону остается парк. А мы продолжаем нашу обзорную экскурсию и идем к собору. И по дороге я тоже предлагаю вам самостоятельно прогуляться по этому району. Здесь, на улице Волковича 1, есть уникальное здание, построенное в 1898-1902 годах, на стенах которого прямо на кирпичах хорошо сохранились надписи начала 20 века, оставленные как учениками учебных заведений, которые здесь были в начале века, так и солдатами и военными во время Первой мировой войны, когда в здании был военный госпиталь. Вот это здание хорошо видно. Можете пройти туда посмотреть. А мы продолжаем двигаться к собору. И вот виднеется здание Свято-Покровского кафедрального собора. Тут есть интересная такая, деталь, фишка. Вы можете подняться на колокольню. То есть зайти и спросить разрешения. Вот я хочу подняться на колокольню, на смотровую площадку, можно мне посмотреть? Да, мне сказали, пожалуйста, то есть любой турист может подойти, ему разрешат, вы можете пройти самостоятельно, только не звоните в колокол. Часто организованные экскурсии туда ходят, то есть тогда открывают ставни, уже смотровая площадка красивая, но и посмотреть на колокола, вы знаете, тоже очень интересно. Я вам покажу, зайду туда. И все очень просто, достаточно просто спросить. И также обращайте внимание на здание самого собора. Очень красивое архитектурное решение в форме корабля. Я спросила разрешения пройти там, где продавали свечи, причем я даже не говорила, что я хочу снять что-то, я сказала, я просто хочу посмотреть на колокола. Сказали, пожалуйста, вот дверь, проходите, поднимайтесь наверх. Здесь часто бывают организованные экскурсии, и тогда уже звонарь звонит в колокола. Тоже у меня есть очень интересная передача про 3 экскурсии, так и называются 3 экскурсии города Гродно. И вот я в составе экскурсии поднимаюсь здесь тоже на смотровую площадку собора. Здесь открыты были ставни, можно было посмотреть на все это. И звонарь, женщина, тоже играла, как правильно, звонила, наверное, правильно сказать, в колокола. Тоже очень красиво было и очень понравилось. Получите тоже массу впечатлений. Но поверьте, и посмотреть на это все тоже стоит. Колокола очень тяжелые, огромные, красивые. И через экран смартфона, конечно, нельзя передать всю красоту и мощь вот этих колоколов, вот этого инструмента. Я не знаю, как это назвать. Ну и вот там вот на смотровой площадке, видите, вот это окошечко, это где мы поднимались, спускались. И вот сама площадка, это уже выше. А мы с вами идем дальше в сторону площади Ленина, в сторону улицы Советской. И здесь вот такое, видите, небольшое здание одноэтажное. Это дом-музей Элизы Ажешко. Тоже стоит информационное табло, можно почитать информацию. Здесь располагается библиотека, отдел изданий на иностранных языках на 2-м этаже находится в мансардном помещении. И напротив библиотеки также располагается университет Янки Купалы. Очень красивое здание, которое такое инстаграмное место весной, осенью, когда зацветает вот этот виноград, а осенью он зеленый, красный, желтый. Получаются очень хорошие снимки. Тоже любит молодежь здесь фотографироваться постоянно, но и туристы тоже. И вот здесь за домиком Элизы Ажешко можно свернуть левее и пройти по территории Швейцарской долины. Тоже очень интересное живописное место. То есть это такой большой комплекс достаточно прогулочный, где можно гулять, там фотографироваться, отдыхать. И вот видите, если перейти через мостик, то там будет дом масонов. Это дом Джозефа де Сак, который он построил как свою резиденцию. Вот его памятник. Там часто тоже экскурсии проводятся, и можно посмотреть, как это все живописно выглядит своими глазами. Можно подняться у дома масонов наверх и тоже пройти верхом и посмотреть на старые улочки, старые дворики, а можно пройтись вот так вот снизу. И видите, вот там как раз экскурсия около скульптуры. Наверное, памятник это на кладбище больше. Ну, тут и так можно назвать. Около скульптуры Джузеппе де Сака. И мы проходим чуть-чуть дальше под мостом, выходим на другую сторону. Это со стороны театра кукол, который располагается в парке. В театре кукол тоже, кстати, проводятся экскурсии, но больше для детей. Там есть экскурсия
как сделать куклу своими руками, там мир кукол, что-то еще у них на сайте очень интересно, красочно написано. И тоже здесь живописные такие мостики. Наверное, в каждом каком-то таком туристическом городе есть мостик с замочками. Вот у нас здесь. Тоже можно покормить уточек, погулять. Как видите, Гродно очень живописный, очень красивый. Но повторяю, что увидеть это через камеру, это совершенно не то, что увидеть своими глазами. Поэтому обязательно приезжайте, смотрите. Очень красивое живописное место летом. И, кстати, вот куда дальше течет речка Городничанка, мне всегда было интересно, вот там закрыто. Но если кто знает, напишите. По-моему, она выходит где-то там на Дзержинского, где здание госпиталя. Разве нет? Вот мы вышли, поднялись наверх и поднимаемся. Здесь тоже улица Ожешка. И идем, вот видите, там дальше здание. Это крыша торгового дома Неман обзорная. То есть это все рядышком. Мы с вами вот здесь вот кружим, скажем так, на этом пятачке старых улиц города Гродно. Если пройти вот туда вдаль, между розовым зданием, то тоже попадаете в очень интересные улицы, старый еврейский квартал со старыми постройками двухэтажными, все дворы там проходные, очень интересно, можно найти очень массу положительных каких-то впечатлений, эмоций, фотографий. Вот такой он город Гродно. А это уже опять брусчатка на Советской. Мы идем к исходной точке нашего маршрута. Вот такая мини-экскурсия выходного дня у нас получилась. Ну, конечно, приезжать в город на один день, я не знаю, имеет ли смысл. Хотя, почему нет? Каждый рассчитывает по деньгам, по своему свободному времени. Но, уверяю, посмотреть у нас есть что, и нам есть что вам показать. Поэтому обязательно приезжайте, смотрите сами, смотрите своими глазами. И не бойтесь свернуть с привычного туристического маршрута в какие-то улочки, в какие-то переулки. Уверяю, вам очень понравится. Ну и как всегда, если моя работа была вам интересна, если вам понравилось, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А я, как всегда, всех обнимаю, всем пока.